Грузии срочно нужно улучшать линию обороны в полузащите и в нападении. Все в порядке более-менее. Хорошие уроки извлекли, надо устранять ошибки и идти дальше. Верю в сборную Грузии. Очень увлекательно. Практически дубль Испании порвал нас без шансов. Повезло грузинам, всего 4 пропустили. Испанцы в конце уже не играли, но моментов у них была куча. С чемпионами играли, и есть ощущение, что Испания в этот раз будет чемпионом. И все равно, эта игра Грузии мне понравилась больше, чем предыдущие. Друзья, вот такие комментарии. Разобрал я все, комментарии футболистов, ваши комментарии на ютубе. И в этом видео сейчас вспомним, как это все было. Не будем концентрироваться на голах, событиях матча. Это все есть в другом видео. Здесь эмоции, аналитика и прогнозы на будущее. Поехали! Друзья, всем привет! Ну, пережили мы очередной такой непростой день, очередной разгром от Испании, без шансов особо, 4-0. Но знаете, я хочу, чтобы вы воспринимали сейчас это все немного иначе. Знаете, вот как команды собираются перед сезоном и проводят предсезонные сборы. Вот то, что происходит сейчас в составе сборной Грузии, я бы воспринимал именно так. Если вы не были в Грузии, обязательно посмотрите вот эти кадры. В лучших традициях европейского футбола вечерняя игра, 9 вечера под Тбилиси, Грузия принимает Испанию, шансов мало, как будто бы никто ничего от этой игры не ждет, ни победы, ну дай бог хорошей бы игры. Вот такое резюме всех комментариев, что было перед игрой, я жду примерно то же самое, ну и дебют Юрия Табатадзе я тоже жду, а грузинских флагов становится все больше. Состав. Я узнал его примерно за полтора часа до матча вместе с моим другом Сергеем, который является болельщиком сборной Испании. Но в этот раз он болел за сборную Грузии. И вот как вот только увидев состав, мы отреагировали на новость о том, в каком сочетании выйдут команды на эту игру. Начинаем с состава сборной Грузии. Очень интересно. Я не знаю, может быть, кто-то директ Саньоля почитал, потому что очень нестандартный состав. Ну, во-первых, если верить Софаскор, 4-3-3. Неужели? Против Испании 4-3-3. Ого-го, смело. И смотрим состав. Центральные защитники Лочашвили, Гогличидзе. Слева Мамучашвили, левый защитник, представляете? Справа Гочулиашвили. Вот Мамучашвили, левый защитник, я не знаю, я такого еще не видел. Дальше, Табатадзе в старте, представляете, парень, который играет за Кадис, вышел на замену, забил гол, потом еще раз вышел на замену, сделал дубль, и вот он сегодня в старте, вообще впервые дебютирует. Впервые дебютирует нельзя говорить, да, ну вы поняли. Меквабишвили, Китаишвили, здесь все понятно. И трио в атаке, Зивзивадзе, Давиташвили, Кварацхелия. Мне кажется, это прекрасно, я не знаю, что получится у этого состава. Но если Саньоль не засыт играть в атаку с первых минут, это будет очень круто. Ну а состав сборной Испании, нам про него Сергей сейчас расскажет. Давайте его послушаем. И сейчас поговорим с нашим экспертом из Беларуси, который специально прилетел, чтобы проанализировать состав сборной Испании. Во-первых, привет. Я не просто приехал на этот матч. Здесь где-то сейчас должна появиться вставка с 4 сентября, где я в коричневой майке обещаю, что я буду на этом матче. Я очень хочу приехать сюда 15 ноября, и, возможно, следующий выпуск, там уже через 3, 5, 10 выпусков, вы посмотрите у Сани. Я, может, еще пару слов скажу. Грузия — это любовь. Мне здесь очень-очень-очень понравилось. И я не просто приехал на этот матч, я уже ровно месяц как переехал в город Тбилиси. Всем гамарджоба, я очень рад быть здесь, и я прям счастлив. Давайте к составу сборной Испании. Я болею за Барселону, 16 лет, и за Испанию персонально 17 лет. И посмотрим, что случится с моей любовью сегодня. У нас в воротах Унай Симон, основной вратарь из Бильбао. Здесь ничего удивительного. Защита практически такая же, как была левая часть на Евро. Марко Курелья, левый защитник из Челси, Ляпорт из Аль-Насра. Хорошие ребята. Пау Кубарси, воспитанник Барселоны. 18-летний, кажется, то есть ему 19 еще не исполнилось. Очень рад я буду его видеть. И Поро из Тоттенхэма, потрясающий правый защитник, очень сильный. Центр поля, здесь два футболиста из Арсенала, это Субименди в центре, правее Мерина, который постоянно, как ложная девятка, смещается, забивает, очень опасный игрок. И Фабиан Руис из ПСЖ, который тоже Евро потрясающе провел. Ну и в атаке Баэна, который недавно в Атлетико перешел. Атлетико был очень сложный старт сезона, но сейчас они как бы более-менее раскрепостились. Справа Ферран Торрес, еще один потрясающий игрок из Барса, я очень доволен.
Там мог быть другой потрясающий игрок из Барса, которого я даже на билбордах видел в Тбилиси. Ламин Ямал, он был в заявке, должен был прилететь, но в итоге паховая травма. Центр нападения Ойярсабаль, я его, скажем так, предсказывал, очень опасный игрок. Софаскор не всегда укладывает расстановку, но если реально будет 4-3-3, не получит ли Грузия 5 голов всего? Слушай, я не знаю, знаешь, здесь ключевое то, что испанцы пока что еще ни разу не пропустили, да, то есть очень сильный отбор они проводят, действующие чемпионы Европы, одни из главных фаворитов на чемпионате мира в целом, поэтому я думаю, что сборная Грузии должна в первую очередь сегодня раскрепоститься, как и сам Хвич и другие футболисты говорят, то, что как бы шансов уже немного, нужно верить до последнего, очень хочется, чтобы Грузия забила, да, то есть, опять же, насколько я понимаю, не все билеты проданы, хочется, чтобы забили, потому что я помню начало матча с Турцией, оно было не лучшим, да, то есть потом с Болгарией реабилитировали, сейчас как бы вот третий домашний матч, мы ждем, да, нужно рисковать, как бы особо ничего не предвещает того, что там отсиживаться в обороне. Мне кажется, если сборная Грузии просто будет рисковать, будет с собой вот той, которая она была на Евро, когда она в первом тайме испанцам навязала 1-0, тогда их переиграла в первом тайме. Вот надо, короче, не бояться надо, и все четко будет. Я в конце видео еще аналитику по тому, что получилось из этого состава Саньоли, проведу. Пока давайте двигаться дальше. Ожидания болельщиков перед игрой, конечно, хотелось их послушать. Но, честно говоря, я понимал, что грузинские фанаты, конечно, будут верить в свою сборную. Но у меня не было особого энтузиазма. И было ощущение, что, вы знаете, все-таки какой-то градус матча не тот. То есть вот перед Турцией это было прям вау. Знаете, вот было сильно, мощно, ощущалась настоящая битва. В ожидании этой битвы все были. А тут казалось, да, матч официальный, как будто бы важный, но вот этого напряжения не было. Тем не менее, я встретил несколько очень замечательных болельщиков, необычных. Вот, в частности, вот этот дедушка, давайте послушаем. Он прилетел на игру из Польши и болеет за Грузию уже второй год. Интересно. Я был на футбол в Ашейх, где 7-1 был Эспаньол. Я тоже был там, да-да-да. 4-0, первая половина была. А потом 1. Да. Вау, там все. А вы живете в Тбилиси? Не, я в Специально Польше. на матч приехал? Да, специально на матч я приехал. А расскажите, это интересно, почему вы поддерживаете сборную Грузии? После Евро или до Евро? Или как вы стали? Я был, как первый матч, играли с Люксембург, потом играли с Грецией. Да. Вау. Они отдают, почему? Они отдают сердце. Сегодня могут быть 5-1, 6-1. Они отдают все сердце. Видимо, Мадлова. Удачи. Были еще грузинские ребята, они даже не знали, что Микаутадзе, например, нет в сборной, но тем не менее давайте им тоже слово дадим. Аманджобо, тквენი прогнозы? შეიძლება რომ 3-1 დასრულდება. 3-2. Хвича, голи. შეიძლება. ერთი გოლი მიქაუტაძეს. Микаутадзе ара? არა. აი არ ვიცოდი. მიმედოვნებ მაშინ პარა გაიტანს. Потом я отправился на трибуну смотреть игру, и в этот раз позиция была прямо по центру, как обычно, выход команд, гимны, Хвича капитан. Посмотрел я разминку Хвича в полном порядке. Я думаю, что он забьет. Если вообще кто-то сегодня сборной Грузии забьет, то это будет Хвича. Вот прям вообще у меня нет сомнений. Вот я, даже если он не забьет в итоге, я это вставлю в видео, потому что он так клал в эти девятки. Вот сами посмотрите. И в девятке, и вот просто его фирменное это смещение с левого фланга в центр и удар в девятку. Мы это увидим сегодня. Стоп! Привет, я 3 месяца ждал этого матча, я говорил 4 сентября, что я здесь буду. Я 16, даже 17 лет болею за сборную Испании, но сегодня буду за Грузию болеть. Давай коротко, пока гимнов нет, прогноз какой? 2-1 Грузия. О, смело. На этом стадионе невозможно не быть смелым. Да, согласен. Поэтому пусть будет первый тайм 1-0, но, честно говоря, в победу Грузии тяжело мне поверить. Не хочу разгрома. Надеюсь, его не будет. И знаете, тот посыл, который я адресовал всем грузинским футболистам, болельщикам перед игрой, он в итоге оказался, можно сказать, пророческим. Давайте послушаем.
Я микрофон не буду включать, ну пожалуйста, без гребаных быстрых голов в первом тайме, в первые 15 минут, и что потом уже все понятно, и ты смотришь, как бы доедая какой-то несвежий суп или несвежий хачапури. Давайте весь матч, борьбу с первых, да, если Грузия забьет, стоп. Потому что иначе испорчен будет вечер. И вот эти мои опасения подтвердились. Пенальти нелепы, обидны, и Испания повела в счете. Счет достаточно быстро увеличился до 2 и до 3, и я бы здесь хотел отметить действия Владимира Мамучашвили. Вы все писали про Иракли Азарова, возможно, его стоило выпускать на правый фланг. В итоге вышел Мамучашвили, у которого есть опыт игры в защите на правом фланге, но он сейчас играет в чемпионате Грузии, в опорной зоне. И было видно раз за разом, как он терялся при быстрых атаках испанцев. И вы знаете, что фактически каждый гол испанской команды проходил так или иначе через фланг Владимира. Плюс еще Саба Гагличидзе травмировался, его в перерыве поменяли. И мы видим даже по оценкам, что у Мамучашвили они не самые лучшие. И вот несколько скриншотов, посмотрите, передачи за спину он упускал. Вот в третьем мяче он зачем-то пошел вперед, хотя сзади него даже Табатадзе оказался. Ну, не знаю, не хватило им тут дисциплины, или это все вина уровня чемпионата Грузии, или что-то еще. Но проблема еще состоит, наверное, в том, что особо и вариантов у Саньоли не было, кого туда еще ставить. Слушай, тяжело для сборной Грузии. На самом деле испанцы, чемпионы Европы, они в целом очень противные соперники, да, то есть, потому что они много владеют мячом, они тебе ничего не дают сделать, знаешь, они тебя так прикармливают, мол, Хвича, беги, ты беги, ну а потом раз, мы тебе в пустые закатываем Феррантора. Да, и неожиданно эти голы происходят. Да, то есть, знаешь, они тебя так усыпляют бдительность. Я очень люблю сборную Испании, но сегодня вот я... Сегодня не очень, да. Сегодня я болею за Грузию, потому что невозможно на этом стадионе, Динамо, Арена, невозможно здесь болеть за другую команду. Ну, хотя бы гол, хотя бы два. То есть Хвича, это, мне кажется, тот человек, который вот своим опытом, да, то есть опытом победы в финале ЛЧ, опытом в целом там победы в других турнирах, в чемпионате Италии, во Франции, должен просто тащить команду. Ну, реально мало что получается, объективно, как бы, знаешь. Я думаю, может, мне уже не приезжать сюда, раз первый тайм 0-3 заканчивается. Честно, я немножко переживаю по этому поводу. Это хорошая серия, как у Испании, прям за 2 раза по 0-3. Потому что мне хочется, чтобы сборная Грузии хорошо играла. Как бы, если я ей буду мешать, то мне придется не приезжать на эти матчи. Вот. Пусть Нариманидзе выйдет, пусть выйдут какие-то другие футболисты. И то, о чем говорил Саньоль, посмотреть структуру будущей сборной, будущей команды. Вот что хочется. Позитива, конечно, мало, но это Испания. Лучшая команда Европы и, пожалуй, одна из лучших в мире. Все моменты, все голы матча я уже напоминать не буду. Давайте еще посмотрим на активность Хвичи Кварацхелия. Мне понравился еще Квернадзе. Кварацхелия разгонял, креативил, и длинные передачи отдавал, и продвигал мяч вперед. Пытался что-то сделать, бил поворотом. И вот Квернадзе тоже еще одно такое светлое пятнышко, я бы сказал. Он вначале суетился, были неточные передачи, был брак, ошибался. Но новые лица в сборной Грузии появляются, и это прекрасно. И вот запомнился мне этот эпизод, где Квернадзе даже верховую борьбу выиграл у испанского защитника, помог атаку развить Гуччилишвили. Вообще Гуччилишвили, мне кажется, в обороне был самый лучший из всех футболистов. Он не успел к мячу во время того гола, когда испанцы просто раскатали, как по нотам, комбинацию, но один раз он успел вынести, постраховать Мамардашвили. Вот здесь он и в атаку успевал подключаться. Посмотрите, какая классная передача. Там испанцы опять чуть сами себе не забили, как это было на чемпионате Европы, если вы помните, в матче 1/8 финала, когда сборная Грузии, кстати, вышла вперед. Ну, здесь не получилось, что поделаешь. Вышел там и Квилитая, и Каши, много было замен. Ну, знаете, все остальные замены, они мне не особо запомнили. Вот такая игра получается. На табло грустный 0-4, но повторюсь, что новые лица появляются. И знаете, может быть, и нужны были эти проблемы сборной Грузии, чтобы быстрее начать меняться. Потому что Саньоль, вот у него все получилось на Евро, и вот он, знаете, держался просто как за святой Грааль, за вот этот состав, выпускал, ничего не менял, не дай бог сломается. Но в итоге начали ломаться игроки, конечно, не по вине Саньоля, но это повлияло на состав. Вот посмотрите, кто-то из вас пишет, где та команда, которая была на Евро? Да нету, друзья, нету этой команды, потому что Чеквитадзе не играл.
Кочурашвили из-за перебора карточек не играл. Микаутадзе не играл. Ну вот вам основная линия атаки. Это те футболисты, креативщики, которые на Евро все и создавали. Ну, наверное, чтобы закончить эту тему, стоит еще пару цитат после игры. Давайте послушаем Саньоля. Результат показывает, что построение новой оборонительной системы сложная и длительная задача. Мы были недостаточно жесткими в выполнении оборонительных функций. Однако, по сравнению с октябрем, я увидел несколько обнадеживающих моментов, особенно в продвижении мяча и в начале атак. Посмотрим, как игроки восстановятся. Хотя в матче против Болгарии изменения точно будут. В Софии к команде присоединится Илья Бериашвили. Вот уже после игры он сказал: Илья Бериашвили, представляете, человек сидел себе в Венгрии спокойно, кушал хинкали, хачапури, а тут звонок от Саньоля сразу после игры: брат, приезжай, выручай. Я так понимаю, что травма Сабы Гогличидзе, и по этой причине нужно делать замену, нужно искать замену на позицию. Вообще центральные защитники, ну это прямо проблема сборной Грузии. Вот Нариманидзе выдернули. Если Нариманидзе не сыграет в Болгарии, но у меня будут большие вопросы к Саньолю, потому что человека выдернули из молодежной сборной Грузии, и молодежка проигрывает 0-3 в Греции. Конечно, не только из-за этого. Вообще Греция и Германию так-то обыграла. И, кстати, совсем скоро матч Грузия-Германия молодежный. Может быть, Нариманидзе туда вернут. Я, конечно, сомневаюсь, но будем смотреть. И, кстати, всех приглашаю на эту игру. Она состоится уже во вторник на стадионе Месхи. Еще мнение после игры Георгия Мамардашвили. Это была очень трудная игра. Испания фаворит группы и одна из лучших команд мира. К сожалению, мы быстро пропустили, и нам было сложно оставаться в игре. Нас ждет тяжелый выездной матч против Болгарии. И я надеюсь, что мы победим. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, что вы поставите лайк, друзья. Это не слова Мамардашвили, это уже мои слова. Но это было бы прекрасно. И в заключение слова Хвичи Кварацхелия. Прежде всего, эта игра дала нам опыт. У нас непростая группа, но мы могли лучше показать свои возможности. Нам нужно продолжать работать и развиваться. Несмотря на крупное поражение, я оцениваю сегодняшний матч положительно, потому что мы исправили определенные аспекты. Какие аспекты он не упоминает, но тем не менее играть против сборной Испании трудно даже для великих. По моему мнению, ребята сделали все, что могли, и я доволен их борьбой и отношением. Но, друзья, если уж Хвича доволен, что вы пристали к Саньолю? Я думаю, что аппетиты, конечно, выросли после Евро, но из этой группы объективно в нынешнем состоянии сборная Грузии выйти не могла. Но вы спросите, что же дальше, Саша? Дальше матч против Болгарии и потом пауза. Но после паузы есть еще два таких международных окна, два цикла. В марте, в июне можно нарабатывать, нужно нарабатывать. И Саньоль уже, кстати, и об этом сказал. Как я говорю, соломку тоже постелил. Некоторые игроки исчерпали свой ресурс, нужны изменения. Не думаю, что кто-то другой смог бы исправить ситуацию быстрее меня. I'm the boss. Прошло 5 лет, вы меня хорошо знаете. Я не люблю говорить впустую. В марте мы будем сильнее, а в сентябре увидите гораздо более мощную команду. Друзья, скриньте, пишите в комментариях. В сентябре увидим более мощную команду. Саньоль, мы запомнили эти слова, посмотрим, как оно будет на самом деле. А если не будет, тогда Саньоль аут, и я в этот лагерь определенно присоединюсь. А что будет в сентябре, друзья? Дожить еще надо, казалось бы, почти целый год. Но у нас есть уже наметки. Сегодня вот инсайдерская информация, что в феврале, и даже есть конкретная дата, канал Пехбурти, подписывайтесь, все о грузинском футболе. Антон Емельяненко накопал в Твиттере специально для вас информацию, что 12 февраля будет жеребьевка Лиги наций. И Грузия узнает своих соперников. Сейчас сборная Грузии находится в третьей корзине. Неплохо, но и нехорошо. Зато Лига Б будут классные матчи. Давайте посмотрим, кто может достаться сборной Грузии. Ну, например, вот из первой корзины мне нравится вариант с Шотландией или Польшей. Из второй, во второй Австрия даже есть, представляете, Австрия. Ну, вроде бы команда хорошая, но не Испания, давайте прямо скажем. Но будет непросто, опять же. И из четвертой корзины может быть Швеция, Косово, который сейчас рвется на чемпионат мира, Северная Македония, Северная Ирландия. В общем, вот все команды можете посмотреть, будет интересно. Напомню также, что теперь Лига наций стала еще более хардкорной. Вот если мы сейчас весь отбор чемпионата мира наблюдаем на протяжении 3 месяцев,
по 2 матча в международную паузу. Теперь 2 паузы объединили, и мы сразу 4 тура проведем в таком промежутке с сентября по октябрь. Очень будет интенсивно, насыщенно. Не знаю, насколько плотно, вряд ли через 2 на 3 будут играть постоянно. Но, возможно, знаете, объединят туры, чтобы команды меньше летали, чтобы там первые 2 матча дома, или второй, третий дома, или третий, четвертый. Но, знаете, все решится в эту паузу. И здесь, конечно, важно, чтобы у команды была обойма, потому что, не дай бог, кто-то выпадет сразу на 4 матча. Ну, а в 4 матчах определиться уже много. С другой стороны, в 4 матчах можно больше что наиграть. Все зависит от соперников. Повторюсь, ждем февраля, ждем жеребьевки с большим нетерпением. Друзья, вот это, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь. Все о грузинском футболе. Будет молодежка, будет Динамо Тбилиси молодежный. Короче, все самое интересное, что вы хотели знать, о чем вы и не знали, но о чем вам придется узнать. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. И болеем и верим в сборную Грузии.